Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак. Сегодня у нас очередной обзор лазерного уровня от компании Hyupar. Это вот такая маленькая моделька под названием FL360R. Приходит вот в такой фирменной коробочке, небольшой сумочке, все умещается с магнитным креплением. Пришел не совсем быстро, где-то в районе 3 недель. Этот уровень проецирует одну вертикальную плоскость и одну горизонтальную плоскость 360 градусов, максимально близко к полу. Из аналогов на российском рынке сравнить не с кем, потому что на данный момент похожих приборов нету. Есть только с горизонтом 360, который идет сверху. Именно с таким расположением горизонтальной плоскости приборов в России пока нет. Ну, думаю, это вопрос времени. И как вы догадываетесь, такой форм-фактор встречается не только под названием Hyupar. Также на просторах Алиэкспресса вы можете увидеть идентичные уровни от компании Xiast и Clubiona. У Xiast немножко другой цвет и есть комплектация с таким небольшим микролифтом. В принципе, в определенных ситуациях он может быть очень удобен. Ну а по цене они плюс-минус все стоят примерно одинаково, где-то в районе 4500 рублей. Так, друзья, ну давайте рассмотрим все поближе. Начнем с сумочки. Сумка очень компактная, простая, сшита хорошо, молния работает идеально. На ремень крепления, к сожалению, нет. В комплекте есть такое магнитное настенное крепление с магнитами из редкоземельных металлов, очень мощными. Крепится прибор на 1/4 дюйма. Здесь есть отверстие под отвес, но у этого прибора отвеса нет. И также крепление можно закрепить на саморезы. Переходного отверстия на 5/8 в нем нет. То есть как переходник он не выступает. И здесь есть маленькие резиновые пяточки, чтобы не испортить поверхность, на которую магнитите. Ну, к примеру, холодильник. Чтобы не царапать магнитами, используются маленькие пятки. И сам прибор. Собран прибор в целом неплохо, но есть небольшие помарки. Вот такие маленькие точечки пластика. Не такое плотное сопряжение деталей. Сзади батарейный отсек на 3 батарейки. И вообще, мне кажется, почему-то пластик у него немножко такой потоньше, что ли, чем у остальных. Хотя, может, это мое чисто субъективное мнение. Сверху одна кнопка и индикатор. Кнопка переключает вертикаль-горизонталь по отдельности. Снизу имеются такие накладные резиновые пяточки, а здесь на резьбе вместо пяточки такое резиновое кольцо. Втулка с резьбой на 1/4 дюйма латунная, встроена аккуратно. То есть здесь, конечно, самое интересное, друзья, это именно проекция горизонталей максимально близко к полу. Ну, то есть вот сама платформа, и вон видна уже призма. То есть здесь реально расстояние от пола очень маленькое. Так, ну давайте вставим батарейки и посмотрим, что он может и как работает. Так, при включении тумблера сразу загораются обе плоскости, вертикальная и горизонтальная. Кнопка сверху просто переключает эти плоскости по отдельности. Линия очень тонкая, в принципе для красного уровня довольно яркая, но чуть попозже сейчас мы посмотрим ее толщину на разных расстояниях и также оценим по яркости. Горизонт идет реально очень низко, меньше сантиметра, в районе 7 мм. На самом деле, мне кажется, это будет очень удобным, так как, допустим, просто черновой пол бетонный можно сразу прикинуть и посмотреть даже, где идут небольшие выпуклости. Из дополнительных функций у этого нивелира ничего не предусмотрено, то есть режима работы с заблокированным компенсатором у него нету, и также нет режима работы с приемником. То есть включить-выключить и можете переключить плоскости по отдельности. Это в принципе все, что есть. Такая конструкция корпуса предполагает изменения в компенсаторе. То есть, как вы знаете, там внизу под маятником стоят магнитные демпферы, ну в основном у всех других лазерных уровней. А здесь же внизу лазерный излучатель горизонтальной плоскости. И поэтому, как я только увидел этот уровень, я подумал, что он очень долго устанавливается. Но в принципе система здесь такая же. Попозже в другом видео при проверке его на точность я его разберу и вы увидите. Здесь также есть магнитные демпферы и устанавливается он не очень-то и долго на самом деле. То есть при толчке либо перестановке прибора маятник устанавливается где-то за 5-6 секунд. По большому счету это не так критично, это такой средний показатель. Да, из дополнительного здесь есть еще индикатор разряда батареи, то есть в принципе тоже удобно. При разгоризонте линии просто мигают, звукового сигнала нет. Так, друзья, сейчас предлагаю проверить толщину линий и яркость на разных расстояниях. Возьмем 1 метр, 5 метров и 15 метров. Так, друзья, на 1 метре линия очень тонкая на самом деле, меньше 2 мм и очень яркая. При таком дневном освещении линия отлично просматривается. Так, давайте посмотрим на 5 метрах. Так, друзья, на 5 метрах линия чуть больше миллиметра, очень тонкая, но есть такое ощущение, что вертикаль еще тоньше. Да, она еще чуть потоньше, но в принципе это не удивительно, так как горизонт у нас идет с конусной призмы, а вертикаль с обычной цилиндрической призмы.
Да, друзья, есть маленькие микропокачивания, как в принципе и везде, но не такие ярко выраженные. Здесь они практически незаметны. Так, и давайте посмотрим на 15 метрах. Линия, в принципе, очень хорошо видна и составляет по толщине менее 5 мм, без различных всяких посторонних бликов и паразитных линий. Очень классно на самом деле. В общем, друзья, уровень весьма интересный. Лично мне он очень понравился на самом деле. Особенно меня удивила линия. Она очень тонкая, на разных расстояниях. Заявленный рабочий диаметр у него 20 метров. То есть по факту 10 метров в одну сторону. Но как вы видели сами, на 15 метрах линия отлично себя ведет. То есть реальный диаметр работы как минимум 30 метров. Причем с хорошей тонкой линией, без всяких паразитных каких-то отбликов. Друзья, в следующем видео проверим его на точность, разберем, посмотрим, что у него внутри. Поэтому не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Ну и как всегда, если видео вам было полезным, ставьте палец вверх. Всем добра, пока-пока.